Итак, в этом видео в Prepa Max мы проверим устойчивость двутавровой балки с волнистой стенкой. Итак, для начала во FreeCAD создадим расчетную схему. Я буду использовать конечные элементы пластин, поэтому 3D-модель у меня состоит из поверхностей. Сохраняем ее в формат STP. Модель создавалась в миллиметрах, поэтому оставляем миллиметры. Теперь можно переходить в Prepa Max. Создаем новый файл. 3D-модель у нас была в миллиметрах, поэтому оставляем миллиметры. Импортируем 3D-модель. Эта модель у нас импортировалась россыпью, поэтому сперва нужно создать компаунд, чтобы объединить все части. Вот наш компаунд. Дальше будем работать только с ним. Теперь настроим сетку конечных элементов. В параметры сетки добавим желаемую плотность. Укажем максимальный и минимальный размер конечных элементов. Также я хочу, чтобы сетка состояла из четырехугольных пластин. Поэтому добавлю алгоритм разбиения на параллелограммы и простой алгоритм рекомбинации. Можно создавать сетку конечных элементов. Выбираем Compound, нажимаем «Продолжить». Вот такая вот аккуратная сетка у нас получилась. Создадим набор узлов для назначения опор и приложения нагрузки. Этого делать не обязательно, но с ними гораздо удобнее. Здесь у нас будет шарнирно-неподвижная опора. А здесь шарнирно-подвижная. Теперь набор узлов, на которые будет прикладываться нагрузка. Я хочу приложить на балку равномерно распределенную по длине нагрузку и представлю ее в виде ряда узловых нагрузок, расставленных вдоль балки с равномерным шагом. Добавим материал. Возьмем его из библиотеки. Там есть как раз подходящая сталь S235. Если задавать материал вручную, то нужно добавить плотность и упругие свойства. Назначим толщину пластинам. Она находится в Shell Section. Создаем толщину для полок. Здесь же можно указать материал, если их несколько. Назначаем толщину полкам. То же самое сделаем и для волнистой стенки балки. Все готово к расчету. Он у нас будет состоять из единственного шага, в котором будет проверка устойчивости. Добавляем Buckling Step и пишем желаемое количество форм потери устойчивости. В выводе результатов для конечных элементов
Выбираем 3D, чтобы в результатах увидеть толщину пластин. В граничных условиях создаем опоры. Это у нас будет шарнирно-неподвижная. Закрепим узлы по X, Y, Z и добавим соответствующий ей набор узлов. Вот он даже подсветился. Аналогично создаем шарнирно-подвижную опору. Вот и она подсветилась тоже. Добавим нагрузку. Первое будет собственный вес, который гравитация. Здесь в направлении минус z пишем ускорение свободного падения. Добавим сосредоточенную нагрузку. При выборе набора узлов она будет приложена по отдельности на каждый узел из набора. Все, можно запускать расчет. Не забываем нажать «Загрузить результаты» и смотрим, что получилось. Первый шаг – это результаты статического расчета. Здесь мы можем посмотреть деформации и напряжение от нагрузки, которую мы задали в исходных данных. Со второго шага начинаются сами формы потери устойчивости. Здесь напряжение и перемещение представлены для критических сил, направленных на изменение формы. Устойчива конструкция или нет определяется при помощи коэффициента устойчивости, который по сути представляет собой отношение критической силы к нагрузке. И если он больше единицы, соответственно балка устойчива, и если меньше, значит неустойчива. Ну и напоследок включим анимацию форм потери устойчивости балки. Как видим, во всех трех случаях балка будет наиболее чувствительна к выходу из плоскости сжатой полки. На этом все. І, як завжди, дякую за увагу!